Оце надо було так взбодрить мене з самого утра. Всем привет, вы на канале Гвардию, а это рубрика «Комментирую игру моего подписчика». И сегодня у меня в гостях Топ Не Один. Привет, Топ Не Один, как у тебя дела? Привет, привет. Дела шикарно. Ну и отлично, главное, чтобы лучше, чем у меня. Так, ну я тут вижу у тебя старт вообще лайтовый, да? Есть такое, да. 2 гоблина, ну чисто на скиллухе, так показал, кто здесь батя в целом, да? Да-да-да. Но сейчас посмотрим, что будет дальше. Какой у тебя план на игру? Расскажи мне. Вот ты видишь, что у тебя есть легендарки, есть реликвии. Что ты вот продумал в своей голове? Я вижу шторм шамана. Это, кажется, 4-я катка была за тот день. Хочу попробовать его под 4 богами сделать. По красоте, там, с аганимом, с вдвоечку, все дела. Угу. Ну, то есть Всё как дефолтную надо. имбу. Ну да. Но я тут вижу, ты вообще на скиллухе. 3-го гоблина убийцы нашел. Ну, Да, вроде да. да, может, ты еще Всё сейчас на прекрасно, 3-м всё раунде как 3 надо. людей найдешь. Не, то перебор уже. Не? Не, так А гоблинов мехов, может, еще сверху. С 3 людьми. Может, так не? Хотелось бы, хотелось бы. Но зная свою удачу, такого не будет. Да что ты Примерно расскажешь? никогда. Я вижу твой стол. Да сейчас по-любому он панду поставил. Тут как раз есть вертолет. Сейчас панда вертолет выпадет. О, клевер Да-да-да. берется. Ну, я же говорю, сейчас по-любому так оно и будет. Вот это я 4-я катка, да, вот хотел вот каждую катку нахожу в самом начале, там, раунде на 3-м, 4-м, 5-м панду. Клевер есть, все есть. Жду, пока что-то с нее придет. Вот пока еще ничего не пришло. Не, ну в смысле, да, блин, где так жрецы падают, обалдеть. А есть такое? Гонят ничего не, Да. гонят, ничего не пришло ему, а как же клубозакаточная машина? Там по дефолту, как всегда, знаешь, по базе, по ГОСТу. Да-да. Так, ну говоришь, хочешь сделать себе 4 бога, тут есть, кстати, 5-й бог. Не думал еще Горн поставить сверху? Думал, как вариант. Как вариант. Ну давай не будем спойлерить, я вижу, ты еще и нежить берешь, потому что тебе пришла банши, да? Пришли 3 нежити, думаю, мол, вдруг пойдет дальше. Так хорошо. Ну, скажу тебе по своему опыту, если ты сегодняшний ролик не смотрел, для зрителей это, Нет, скорее еще не всего, будет смотрел. вчерашний. Но все же, короче, если ты сегодняшний ролик не смотрел, то я там рассказываю, какие у меня успехи были на нежити. Вот такие вот кайфовые. 10 из 10. 6 каток просто в трубу слил. Там где-то 5-6 каток я просто их в трубу слил, потому что на 15-м раунде чел собрал себе 4 инсектоида, причем на 8-м уровне он был. О! Не имбовый хусик, ни разу. Да при чем здесь даже этот хусик? Я смотрю, у тебя имбовая фигура упала, Клокверк. Ага, Найс панда. ага. Лайк. Да-да-да, да-да-да. Ой, я вижу там орк-охотник, ну-ка, ну-ка. Эх, хорошо, что без рога. Так, вижу лустрик поставил, все-таки решил через лустрик играть. Несмотря Да, на почему двоечку и нет? все такое. Ну, потому что если вот будут приходить такие же хусиками, которые монетку мою будут убивать, и там, тем более, этот с двойкой фурой, с двойкой этим орком, Ну да. охотником, уверенности нету, поэтому сидим в жрецах, кайфуем. Ну да, это все как надо. Тут у тебя еще сейчас идеальный лустрик будет, походу, потому что минус сколько? Минус 3. Нормально, нормально. Есть Марси, Да, это шо? Мартредочка. Ну, короче, у меня на нежити там было то, что чувак на 15-м раунде ставит себе 8 уровень, ставит себе 4 инсектоида, причем 2 из них Манки Кинга. Один в 2 звезды, одну в 1 звезду. Я такой думаю, как? Ну как? Ну как ты это сделаешь? Объясни, дай гайд. S, скилл. Да. Знаешь, это как если вот этот вот Супермен, у которого на груди эска, а тут вот чел, который с эской такой, скилл. Да-да-да. Этому городу нужен герой. Скилл. Так, а я смотрю, ты баночки юзаешь со старта. Почему ты именно решил юзать баночки со старта? Я орков собирать не хочу, а так, поэтому сижу, юзаю, мне они не нужны. Пусть Не, лучше просто... будет фэшн побольше, увереннее. Мгм, себя понял. чувствовать. Ну, это ты просто, чтобы поддержка штанов была, что ты думал, такой, ну, у меня Да. еще есть пачка хп, так что, в принципе, будет все хорошо. О, Да, так там тебе просто с панда баночкой. идет. Идет, да. От нежити такой сразу. Да ну его. А,
Зачем они надо? Пусть гуляют. Ну да. Короче, я что хотел сказать по баночкам. Я слышал такую вот теорию, даже не теорию, мне в комментариях писали о том, что если, допустим, у тебя 100 хп, тебе сняли 1 хп, ты получил баночку, и ты 100% с этой баночки получишь 1 хп. То есть не 1 до 6, а вот 1 хп. Да, Вот что ты ну да, думаешь, потому это что так или... это я проверял, да, там тебе только до сотни, больше сотни у тебя не будет хпшек. Не-не-не, я не об этом, не об этом. Что именно сама баночка, вот эта вот первая, которую ты получил -1, даже если у тебя будет там 90 Ну да, хп, да-да-да, да-да-да. то есть ты тоже в эту тему веришь, да? Бывает такое, да. Ну вот, мне это очень интересно, я как-то забываю все время на ролике продемонстрировать, скажем так, это просчитать все такое. Что именно первая вот эта вот баночка, самая вот первая, она дает именно 1 хп. Надо как-то будет обратить на это внимание и посмотреть, в действительности ли это так. То есть вот у тебя есть банка от 1 до 6, как мне писали, да? И ты с этой банки от 1 до 6 можешь получить энное количество хп. То есть, допустим, у тебя 100 хп, тебе сняли 3 хп, значит 100% первая банка тебе даст от 1 до 3 хп. То есть не от 1 до 6 в любом случае, от Да, от 1 до 1 3. до 3, да. Ну, мне вот это очень интересно, так ли это? Не, это точно так. То есть даже если вдруг у тебя там выпало 6, тебе все равно покажут 3 и восстановят 3. Прикол. Да, ну, это наша любимая игра авточес, что мы Конечно, хотели. конечно, конечно. Да, это знаешь, как мне постоянно нравится в чатике, эти люди там начинают переговариваться, все такое, и пишут, кто из них скилловый. Ребят, вы серьезно? В этой игре за скилл говорить? Кому он тут нужен? Ну да. Тут просто надо кайфовать сидеть. Но людям, видимо, контента хочется, вот они и срутся между друг другом. Да, бывает такое. Так, я хотел что-то у тебя еще такое спросить, ну вот забыл немножечко. Что-то из головы вылетело. В принципе, как... Вот, все, вспомнил, боже. Имбовый водный дух на 2 хпшках, кстати, да. Имбовый кто еще раз? Водный дух на 2 хпшках выжил. Да, видел. Это дефолт. Я, знаешь, уже как-то на это особо внимания не обращаю, потому что, ну, это настолько дефолтно, что просто, ну, дефолтнее некуда. Но все равно смешно достаточно. Да, это как я выкладывал короткий ролик, где от змейка первого уровня забодала моего Манки Кинга. Притом осталась 1 тычка у нее. Это было тоже так обидно. У меня тоже с этим было, с хитрецом. Когда ты тоже змейка Да-да-да, одна выжила видел. на лоу хп. А это как раз на Помню. ролике и было. На Да, каком-то. помню. Я это снимал, я еще проорал с этого. Змейка MVP получается. Да, то ли я не смог винстрик забрать, то ли мне его сбили, что-то еще такое было. По-моему, тебе винстрик сбили именно в этот момент. Ну, По-моему, да. блин, как же мне нравится Марси. Она такая имбова, просто 2800 урона с ничего, первого уровня. Да, молнии еще хорошо попрокали. Типа, мне вообще нравится, когда ты собираешь Марси, на тебе в 2 звезды со старта упала, у тебя есть панда, ты ставишь кунфу, и у нее есть молнии, допустим, там еще минус армор и клевер. Ну, либо просто минус армор, либо клевер. Что-то из Да, них. Лучше, конечно, такое. минус армор. Боже, как она божественно накидывает по харе. Да-да. Поэтому я всегда говорю, типа, ребята, если вам Марси пришла в 2 звезды, у вас есть молнии, есть минус армор, апайте. Это имбовая фигура. Она так наваливает. Она даже на самом деле, если у тебя хорошие предметы в 3 звезды, она так наваливает. Боже, она за пазуху только так может в путь Да, накидывать. Перс сильный, один из лучших, как по мне, из синих фигурок. Да, есть такое. А вот по твоему мнению, какие у тебя сильные персонажи вот из редкого тира? Как раз там просили как-то в комментариях объяснить вот тир-лист какой. Вот скажи свой тир-лист. Как раз Марси, Мартретка, кто там еще есть таких? СФ хороший, если с демоны есть, много демонов. Кто там еще есть? Я уж не помню даже, все из головы вылетело резко. Ну, есть еще Омник, он полезный, но это как... Кстати, да. Именно как кастер. Мясо, да, и в каких-нибудь цветок их 2 штук ставишь, они тебе и хилят, и чистым уроном хорошо бьют. Разорчик неплохой тоже, как по мне. Ну, неплохо так кстати, да, наваливает. я вообще забыл что-то про него. Ну да, на самом деле вот это вот тупая тема, смотри, я тебе как бы задал этот вопрос, а я сейчас понимаю, что это нужно все по памяти делать. Если бы в этой игре была возможность просмотреть реплей, ты бы спокойно открыл там каточку героев и смотришь, сколько там героев есть третьего Ну тира и да. тому подобное.
А так ты смотришь тупо реплей свой в ОБС-ке, точнее на запись обычную, и просто не Да-да-да. понимаешь, что к чему. Тут я вижу, тебе упала имбалансная аптечка. И тут Да. сейчас, я так понимаю, будет контент. Будет красивый контент, конечно. Так, не спойлерим, нельзя. Нас Хорошо, попросили не хорошо. спойлерить. Хорошо, не буду. Так, я вот что хотел спросить тебя. Как ты вообще в ТЧ зашел? Вот как ты эту игру нашел в целом? Это Кто тебя... было еще... Говори. Сам как-то нашел еще в плеймаркете лет... примерно как раз на релизе игры. Это сколько уже лет? 5, по-моему, уже игре. Ну да, Около 2019 того. года она. Ну вот да, вот где-то тогда, в 19-20 я ее нашел в плеймаркете. Засел, и так месяца 3 поиграл, на полгода забросил, и как-то так, А что забросил? по кругу. Школа, учеба, тогда не до игр было особо. И плюс я что-то компа не было, играл с телефона, он немного не вытягивал уже тогда. Всякое разное. Ну смотри, такой у тебя там неплохой старт, и вижу, что там у тебя чилы тоже на аптечках сидят. Да, 5 аптечек в катке, все хорошо. Ну мало ли того, что 5 аптечек в катке, так я там еще вижу бог орк собирается. Боже, знаешь, вот эта тупая тема, ты посидишь, ты хочешь сказать какую-то быструю сборку, и ты понимаешь, что у тебя в мыслях много таких вот сборок, все такое, ты говоришь, такой, допустим, не бог орк, а бог-жрец, допустим, и ты такой сидишь, боже, такой, да елки. Ну, по крайней мере, у меня это постоянно на запись бывает. Так бесит. Да, бывает такое, да. Как с этим бороться, вообще непонятно. Я там уже скороговорок тонну на себе выписал, и каждый день их повторяю, чтобы намного четче речь была, и дикция, и чтобы меньше путался в этой хрени. Но, честно, чуть-чуть помогает, но не настолько сильно, как хотелось бы. Ну да, Блин, к тебе по сожалению. хпшке так хорошо восстанавливаются с банок. Я вот смотрю так, то по 5, то по Баночки 6. приятные, есть такое. Так, ну в этой катке тебе прям, ну, добротно закидывают. То по 5, то по 6. Вообще, вообще прекрасно. Фармим опыт. И Да. хпшки даже особо не тратим. Ну вот я просто смотрю, у тебя сейчас 13 раунд, тебе 8 уровень и 81 хп. Вообще кайфули. Да. Единственное, что у тебя стол, ну как бы сильный, если так посмотреть на него сверху. Но если открыть вражеские столы, то Ну твоя да. где-то так, на задворках стоит. Даже если тебе идет хорошо, это не значит, что кому-то не придет лучше. О, какая же это жиза. Ну, мы сегодня собрались не по жизни поговорить, хотя можно и по жизни поговорить. Сейчас тебе чел какой-то инсектоида выкатит на 20-м, со всякими там шаманчиками в 2 звезды на 8 уровне и так далее. Найдут там, кто там полегом каких-нибудь темпларок найдут в инсеках. О. Закинут, будет спавниться трешки темпларки. Да, это жизнь Шторм-шаманы такая. тоже разные. Ну, я вот думаю, если темпларк либо шаман, то лучше шаман все-таки, потому Ну что да, ш- темпларка без шмоток мало Темпларк что там, сможет да, сделать. предметы нужны очень сильно, и какие-нибудь синергии тех же ассасинов, ведьмаков, там все дела. Вот, кстати, сейчас как раз вопрос у меня появился. А что ты ролишь сейчас? А, ну мобы, на мобов решил усилить себе стол, да, понимаю? Ты так Да, понимаю. да. А я-то думаю, что ты ролишь, что ты дальше не сидишь в деньгах? Три кунг-фу не уверен, что затащат. О, там волшебник. Волшебник! Возьми волшебника, поставь Будет, 4 будет, кунг-фу. будет. Да, то я уже переживать начал, ты смотри. Не, ладно. На 4 кунг-фу тут не будет, тут не будет. Понял, не увидел Гримтача, не поверил в него. Да. Что-то как-то забыл про нее тогда. А что ты, кстати, на мобах закерил Манки Кинга? Не сильнее было бы закерить Марси? Все-таки ей же не нужна скорость атаки. Я надеялся, там Monkey King хорошо станет, чтобы он сразу по всем своей палкой лупил. Но немножко не получилось так, как хотелось. А вот смотри, ты ставишь их в левый нижний угол, вот именно по такой. Я заметил, что почти в каждой катке ты делаешь именно так. Почему именно так? Чтобы они хорошенько сгруппировались и всякие... Извини, я тебя перебью, извини. Такой, открыл пул и смотришь такой. А, ну Гримтач был. А, ну, в принципе, ладно. Так, ну давай, расскажи мне, почему и что так. дальше? Ставлю какую-нибудь дальнюю фигуру ненужную, чтобы она из угла не упрыгала, и чтобы на нее все сагрились мобы, как сейчас стоит. И ближниками потом впитывать уроны, чтобы дальников не трогали, чтобы они стояли себе спокойно. А почему именно в Накидывали. левый нижний угол? Не знаю, как ты так привык.
И у тебя часто они перепрыгивают, распрыгиваются и тому подобное? Ну, иногда бывает, но процентов в 70, то есть все хорошо. Мгм. Особенно если какие-нибудь охотники, у них же там радиусы огромные, чтобы они не упрыгивали. Они и под градусами огромными зачастую. Да. Мне на самом деле, вот когда ты играешь на охотниках, мне нравится эта тема, что если у врага есть муэрта, то она просто в своей форме стоит, и в нее все охотники долбят просто. Ну, ты просто Да-да-да. сидишь и думаешь, боже, чилы, что вы творите? Зачем? Зачем? Куда? Просто, это Стреляйте жестко. как нормальные люди, в кого Так, надо. вижу, ты горн взял. Да. Вот расскажи сейчас свои действия. Вот ты видишь свой стол, вот как бы, что ты думаешь вот по нему? Вот ты сейчас вот смотришь на свой стол и думаешь такой, что делать дальше? Вот что делать дальше? Вот у меня, по идее, это собрать 4 кунг-фу, 4 бога и 4 горна. Это 9 слотов, и на 10 закинуть какого-нибудь шторм-шамана. Мгм. Вот что-то такое А интересное. духа пятерочку не веришь в него, да? У духа пятерочку можно, но шторм-шаман мне просто больше нравится в этом всем. Мгм. Ну просто Дух дух пятерочка, в принципе, тоже там ж, когда МК свою палку кидает, то ж на этот стан дух пятерка триггерится. Это тоже как Да, бы да, только классно. он немножко криво триггерится. Ну, триггерится, то да. Да. Криво в плане того, что если он накидывает опять свою вечную палку, то там вечный стан. Там не будет, да. Да, И он ж не обновляется, и поэтому новые не закидываются. да, Ну да. то мелочи. Вот самое прикольное, это у антимага заметил такую вещь. Ты пробовал антимага и духа пятерку? Да, видел такое. Красиво Прикольная работает. тема. Так взрывает жопу. Да. Я хочу еще как-нибудь попробовать тоже духа пятерку найти и просто собрать все остальные фигуры, просто которые будут рандомные, кидать вот эти эффекты станов и так далее. Просто чтобы он триггерился на все подряд. Ну, там он будет Интересно, что из криво этого работать. получится. Он Ну, там будет скорее нем... всего, да, но попробовать хочется. Да, ну, Чисто из интереса. это да. Попробовать хочется всегда, но на самом деле это так криво будет работать. Я как-то раз пробовал такую тему. Я поставил себе много контроля, то есть у меня было там и Горн, и Сайленс, и что угодно, короче, и окаменение было. Короче, вот с окаменением сравню и со станом, допустим. Да что ж такое? Со станом. Вот у меня Кунка закинул свой стан, затриггерился, и Медуза закастивает сверху свое окаменение. И если они в тайминг попали, то есть одновременно, да, там окаменение сработает, то Ага. дух пятерка почему-то не стриггерится. Почему, если разные дебафы? Алло. То есть, Странная штука, но мы не н- забываем, в какую игру мы играем. ну да, да. Не, на самом деле, может, оно как-то и должно было сработать, но почему оно не сработало? Ну, кстати, тут уже я вижу у тебя ситуация пока что, ну, классная более-менее, потому что ты на 20-м раунде будешь в 10 уровень, все такое, вижу, у тебя Да. неплохие фигуры пришли. Но если так подумать, то если ты сейчас не на 20-м раунде уже не начнешь ролиться и выставлять себе более-менее хороший стол, то как же тебя будет больно бить? Будет такое, да. Не- Может быть, вполне себе. Я смотрю, тебе прям шикарно идет. Есть такое, да. Леги, правда, не падают. Но то такое мелочи. Ну да, пока что по легам тебе грустно. Там интересно, у твоего противника уже есть легендарочки? Конечно, полно. Сейчас посмотрим. Мне уже интересно посмотреть, что там, куда там. Не, ну смотрю, у тебя кунг-фу реально-то будет. Ну, ладно, Будет, спойлерить не ага. будем, а то я хотел спросить, что у тебя там до конца кунг-фу будет, или ты решишь чисто для старта так? Ну, А вот не скажу. не, ну Это все увидишь. каточка для 6 богов. Что ты вообще скажешь по 6 богам? Что, как они тебе? Потому что мне один раз или 2 раза получилось богов сделать, но я отлетел в топ-5 закономерно, потому что, ну, это просто полная поплава. Да. Я как-то собрал Джаггера под 6 богами. Там все по красоте. Все как надо, там 4 орка, 6 богов, кучу предметов, которые с активными этими способностями, которые с КДшкой. И череп, естественно, чтоб... Потому что там тоже перед той каткой против меня такой собрался, у которого у него вот этот же череп там 6 секунд работает, и 9 секунд еще не, типа, не на максимум работает. И вот тут против меня такой собрался, и просто под вечным бафом этого черепа был. Я такой, а как это контрить? Ну, да, тут только думчик. Потом вот я себе собрал почти то же самое.
Ну, около того. И у меня просто не работало ничего нормально. То есть, когда я не сбрасывалась ни на чем. Но это странно, на самом деле, у них там механика вот эта, она тупая максимально. То есть, когда тебя собираешь точно такие же шмотки, они... Ну, наверное, есть такая логика, что если у шмоток одинаковая КД, то они друг друга не скидывают, как по мне. Ну, скорее всего, да, скорее всего, так и есть. Они же типа в один момент активируются и как бы не успевают скидывать друг друга. Вот мне это тоже так кажется, потому что это, ну, как-то какая-то кривая механика, хотя такого быть не должно. Даже если у тебя, допустим, 3 предмета с одинаковым КД, оно все равно должно порезать, как бы. Ну, это ж... Ну, по идее, да. Мне только что показалось, что тебе пришел Горн Шаман. Так, мгновение чисто поплыл. Думал, ничего себе, тебе панда сегодня божит. Не. Не, она там еще одну классную фигуру мне закинет. Я, кстати, хотел... О, О! Инсектоид. Я тебя вижу, дорогой Зевс. Конечно. На 9 уровне. Да. 46 монет. Ну, дефолт. Да, все как надо. Ой-ой-ой, еще... Ой, раз, два, три. 3 инсектоида в каточке. Не, там два, там один на 9 ассасинах из них. Ему Он... всякие там мне не нужны, наверное. И что, даже не перестроится? Вряд ли. Вряд ли. У него Не, он как бы может, но типа, по-моему, 9 ассасинов то будет получше, раз он их уже собирает. Тем более он без Ну... монет сидит, ему сложно будет перестроиться. Ну да, кстати, я не заметил, что у него денег нету. Что-то я как-то на это не обратил внимания. Вот, конечно, классно сейчас Monkey King с отхилом, все как надо, шмотку хорошую выбрал. Конечно, если бы бурда Да, трехзвездочная заспавнилась и кинула бы в Monkey King, я думаю, ты был бы не особо было бы рад. печально. Да. Ненормально, ты инсектоида пережила, если бы все пошло не так, как ты хотел, то было бы тебе Это да. вырванные годы, так сказать. Минус нервная система. Блин, как же тебе Monkey King? У-ху-ху-ху. Вот это нам сюда, давайте нам сюда эту прикормку. Да. Сейчас 2 имба-перса у тебя. Кайф. А что у тебя? Давай так, немножечко заспойлерили. 6 богов поставишь здесь или нет? Нет. Ладно, Всё, я нет. надеялся. Ну тебе хорошо идет. Вот, Я чё-то как-то просто после той катки я в них не верю вообще в 6 богов. ну, логично, когда у тебя все так криво работало, то нет. Кстати, а что ты скажешь Да. по 9 убийцам? Вот как синергия. Ну, штука интересная, ну, когда существует в игре щит 5 тира без КД, как бы у них все печально О, да. становится. Да. Да, на самом деле и кунг-фу тяжело играть, когда у тебя щит 5 тира у противника, потому что, ну, просто себя ваншотнешь, и тебе ничего не поможет. Это самое... Ну, вот мне не нравится эта механика, она максимально тупая, я бы разработчикам бы помог бы ее, как бы свой фидбэк дать, но кому это надо, им плевать на это. Ну ладно, не суть. Да. Расскажу вот про Давай. щит. Может, ты А. заметил... О, кстати, 9 охот... 9 нежити еще. Да, Тут я смотрю, прям бодрая катка. Нежити, 2 инсека, ассасин, что там только нету. Да, не, ну Охотник еще собирается. я вот смотрю на бога орка, который уже с Зевсом, с орком шаманом, там еще и дух пятерку чел нашел. Да. И еще фул жрец. Ой, Щит. ну катка Не такая, знаю, правда, знаешь. зачем ему там жрецы. А что у него там 3, 6, 8 фигур? Но он 2 фигуры берет под контроль пока что. 2 берет, да, но 4 богов нету такой из себя. Ну да, тут согласен. Тут охотник с эликсиром моря. Название, Ну, конечно, это такое, эликсир роляет моря. себе... Ну, да, есть такое. Роляет себе снайперов, походу, в тройку. Ищет. Снайперов в тройку, это сильно. О, все, импакт жрецов, смотри, пошел. Да-да. Ой-ой-ой, ой, как... Ой, хорош. Вот теперь все, пошла поплава. Вот то, что я и говорил, если вечный Не, стан, то... Манка Кинг не имба. Не, вообще, да не надо его нерфить, зачем, смысл? Ну, вот, Да-да. давай так, я свое мнение говорил уже не раз в роликах, как его нужно поднерфить. Скажи ты, как его нужно поднерфить. Вот свое мнение. Просто сделать, чтобы палка, то есть за каждую палку просто 1 стак тебе давали, а не за каждую фигуру. То есть просто всего 1 за каждую Мгм. палку, и будет, в принципе, нормально, балансно. А по поводу стана 3 уровня? А, Не слишком ли Тут- это? это как бы немножко да,
Ну, это как-то, если его сложно. Тут со станом надо что-то придумывать тоже. Ну, как по мне, сделать 1 секунду это адекватно. Просто приведу тебе пример аналогичный. Был антимаг, у которого на 3 уровне был стан 1 секунду. Так эта тварь вечно в стане держала. Вечно. Мгм. Ну, 1 секунда всего лишь была. Ну, там потому что антимаг больной на голову, и поэтому он вечно держал. А Манки Кинг, который, извини меня, без шмоток на скорость атаки, с палкой 3 уровня, он просто ее палку дал, 2 тычки дал, и снова палку дал, чел даже выйти не смог из стана. Это без шмоток на скорость атаки. Ну, Мгм. это адекватно? Это да, бывает такое. На самом деле, вот так А, смотришь сейчас на твой стол, и вообще непонятно, что сейчас будет. Вот в там моменте у тебя будет вроде много бы... всего интересного. Вот, я же говорю, что у тебя в моменте как бы кунг-фу, классно, все замечательно, а в моменте ты думаешь такой, ну блин, неужели пол... О, кстати, Ханчик, сюда. Бедный Марс Так, на продажу приятно. ушел. Боже, с этим Марсом надо что... Хорош. Еще и Зевса. Все, наныл, получается, да? Ну да. Неплохо, неплохо. Тебе бы сейчас на самом деле шаманчика бы в двоечку и духа в двоечку, и это просто было бы лютая поплава. Да, Как я это понял, было у бы тебя здесь будет круто. Керри Манки Кинг до конца. А, почти. Почти? Ну ладно, тогда не раскрываем, пусть будет. Не, Так. Манки Кинг тоже будет. Но там потом еще перекину парочку предметов интересных. А чё ты маску взял, а не имбовый щит? Щит, конечно, хорошо, но я что-то в маску больше верю. В ее Маска... кучу отхила. Ну да, маска-то классная, просто щит 5 тира, ты же все контроли, все уроны, все станы можешь тупо обратно откидывать. И у тебя ж синергия кунг-фу, и под синергией кунг-фу ты бы ваншотать их мог бы еще. То есть как с В Мьёльниром. принципе, да. Это я всё понимаю, но как-то я в маску все равно пока что больше верю. Ну, ладно. Просто в моменте я подумал, ну, почему я так сказал тебе, потому что, смотри, в моменте тебя могут взять под контроль, ты будешь, грубо говоря, АФК стоять, и в это время, пока ты АФК, ну, допустим, бурда тебе накинула 3 тира вот эту вот Да. паутину на 80% мясов, ты 0 попаданий делаешь, а зато, когда они тебя бьют, они еще себя сами ваншотают, потому что у тебя и клевер, и щит 5. А это ж, вот этот щит же, когда возвращает, он возвращает от их атаки, а, соответственно, это процент того, что выше сработает кунг-фу, выше становится. Плюс это умножается на то... Да. Короче, там такая математика китайская, что ну его в баню. Я думаю, ты понял. Есть такое, да. Так, если что, мы тут делали такой небольшой минутный перерыв, потому что тут мне надо было отойти, и у него будет сейчас небольшой такой фоновый шум. Надеюсь, это как бы на запись и комфорт прослушивания, все такое не повлияет. Так, топ не один. Я хотел спросить у Да. тебя по поводу клевера. Давай, расскажи мне, пожалуйста, почему это имба на кунг-фу? Клевер увеличивает шанс срабатывания всех этих эффектов синергии. Это вот будет работать на всяких кто там, духи, рыцари, панды, кунг-фу и кто там еще, охотники. Увеличивает шанс срабатывания всех их пассивных способностей на 25%. Что так-то очень достаточно много. А вот для кунг-фу, что ты считаешь, это прям имба-шмотка или не имба-шмотка? Ну, не прям какая-то лютая имба, но для серого предмета это прям очень сильно. Да, согласен, потому что этот предмет скелится в течение игры максимально для кунг-фу. Да, есть такое. Ой-ой-ой, а чё только что по ваншоту? Молнии 2 тира. Я думаю, Да. как? Вот, блин, прикинь бы, у тебя сейчас щит 5 тира был бы, как же он хорошо бы смотрелся. Но на самом деле, возможно, бы даже хуже смотрелся, потому что отхила бы не хватило. Ну, возможно, в моменте. Ну, тут мы уже не отхила, узнаем, поэтому Да. плевать. Так, ну у тебя прям все шикарно, я скажу. Так, ну, чисто на лайте пошел. Пока что Ну, на пока лайте. что все хорошо, да, все неплохо. Духи идут. Мгм. Так. Знаешь, я думаю сейчас в голове, что ж такое тебе такое спросить, чтобы не проспойлерить каточку такую. Может, тебе есть что добавить интересненько. Вот, кстати, хотел спросить, точно вспомнил. Сколько ты играешь уже в ТЧС по времени? Ну, вот, не считая перерывов. Вот сколько лет? Без перерывов, имею в виду. Ну, получается, года 1,5 точно. А так, точнее не скажу, но около 1,5 лет.
Понял. Ну, в принципе, это неплохой такой срок. О, как... Боже, я таких охотников обожаю. Это идеальный охотник, которого только можно представить. Боже, это имба. Да-да-да. Ну ты видишь эту сладкую булочку, ты видишь это? Ты видишь? Конечно, конечно. Жалко, что это зеркало. Ставьте всех в кучу. Ставьте всех в кучу. Да, ребят, вот топ не один тоже говорит о том, что, ребята, все ставьте в кучу. Это имба. Это имба. В этом патче ставить все в кучно. Особенно, когда есть у противника Продолжайте. антикинг. Мне Да, нравится. да, ставьте, всегда ставьте. Кстати, смотрите, хочу подметить момент. Топ не один постоянно покупает инчу, чтобы забузить с нее монетку. Потому что что? Правильно. Инсектоид хотел. Боже, голова инсектоида уже. Друидная. Да, потому что Энча — это инвестиция в лучшее будущее. Это путевочка в Швейцарию на 20 лет, в отличный отель, все включено, с минимальной зарплаткой Швейцарии, все дела. То есть ты 20 лет там побудешь, полностью в ажуре, все у тебя есть, еще и зарплатка тебе покапала. Ребята, что мы делаем? Абузим Энчу постоянно. Там Абаддон в 3 звезды, неплохо, неплохо. Но меня больше смущает то, что какого лешего он в топ-2 находится. Почему его еще не вынесли? Очень хороший вопрос. Как-то он так сидит. Ну, я Рыцарь смотрю... в тройку, наверное, помогает. Ну, кстати, да, нежить на самом Мясо деле... хорошее, магического урона там, кстати, достаточно много. И Если, КД если все минимальное. так в куче стоят. О, он к тебе пришел. Боже, О, да, да-да-да. только не на лицо. А где твой... А где... А, вон он. Или это не он? Ну да, сейчас бы И- тебе, если бы у тебя не было маски 5 тира, ты бы уже в могиле сидел. И так буду. Давай. Он решил бить рыцаря зачем-то. Потому что извинись перед рыцарем. Знаешь этот мем по интернету? Много раз слышал, но не натыкался сам еще. Я как-то посмотрел вот эту тему, на самом деле это есть там некоторые моменты прям люто смешные, а остальное полное дерьмо, поэтому если хочешь, то вот мемы нарезанные, которые есть, вот их посмотри достаточно. Окей. Остальное мне не понравилось. Ну вот эта фраза типа «извинись перед рыцарем», это прям топ. Ой. Ну, на самом деле там рыцарь такой плотный был максимальный, он еще и с возвраткой был. Да, есть такое. Но ты бы мог Вот, видимо, получить... так он и тащит. Ты бы мог получить гораздо больше, если бы у тебя не было маски 5 тира. Вот гораздо больше. Но на самом деле ты его снесешь ну, вот просто на одном дыхании, если тебе придет шаман в 2 и дух в 5. А где дух 5? А я его скипнул в моменте. А в какой ты момент это сделал? Что-то я пропустил. Пару раундов назад у меня пришел второй, я взял второго, потом обоих скипнул, чтобы в 50 монет вернуться. Я этот момент тупо пропустил, прикинь. Ну, бывает. Да. Так, Я Зевс решил, приходит. что у меня этот опыт особо не падает. То есть этот коса сейчас, по-моему, не придет даже, или я ее не возьму. А вот пришла мастерская бума. Да, мастерская бума — это хороший предмет. То там на Я самом решил, деле... 11 левел я не апну, поэтому дух мне как-то и не нужен. Ну да. Вот хочу перековаться, но жрец живет, поэтому медальон скипать нельзя. А чё бусы не скипнешь? То думаю пока, что, как, куда, и помню, я как А, раз скипну сейчас. Да, скипнешь. Ой, щиточек. Или... Блин, ну вот это очень сложный выбор. И щит, и посох. Но на самом деле посох Да. как-то рентабельнее, Да, потому что тебя... Посох, да. Потому что это стан, это первое, это ни баланс, ни антикинг, это второе. И третье, что вот этот Да-да-да. посох может засунуть, если что, вот в того, в кого тебе надо. Шаманчиков, Зевса, они там уже почти в бойку пришли. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Шаманчика, яичку. Яичко. Ой-ой-ой, еще и Марс. А чё яйцо? Успел. Есть. Успел, Фу. да. А ты прикинь бы, если бы тебя сейчас пингануло, а? А оно могло. Я Оно думаю, могло. у тебя бы там, ты такой бы сидел, такой думаешь, не, ну, в принципе, ладно. Окей, пойдет. Боже, как мне нравится против Марс. инсектов да, МК тут и так разорвал вместе с Марси. И даже с шаманом в единицу. Да, да. Не, ну Марси прям нормально накидала. Посмотри, у тебя МК, 2 звезды, и Марси без шмоток тупо. 12 тысяч урона. Ты шо? Хорош. Не, каточка очень интересная, так тебе скажу. А, кстати, почему ты Зевса поставил в угол? Он же, когда появляется 4 Горна, Горн, получается, вперед прыгает. И тем самым меньше Горн поживет же. Особо, в принципе, и не важно. Там разница небольшая. А что ты скажешь, кстати, Какие-то- по Горну?
половому. Штука прикольная. Не прям какая-то мега имба, но пусть будет. Работает себе, что-то делает, куда-то стреляет. Куда-то Нормально. стреляет. Это прикольно. Ой-ой-ой, там бог. Какая же ты нехорошая. Как назвать Да, такого чувака? У не него там все знаю. почти предметы топовые. Это да. Ой-ой-ой, дух пятерочка. Ну, кстати, там чел, если я правильно помню, то он закинул башер в духа пятерку. Да, было дело. Да, ну это гений, но на самом деле это на МК не работает. Потому что он не Разве? достает. А, О! О! шаманчик работает. Шаманчик работает. Ну и Во- тренд приходит, да. Усиление. Полезно? Полезно. Усиление. Ага. Ой, хорошо. Так, что тут? Гиперстон. Не, ну гиперстон имба. Самый Ну, классный, наверное, полезное. предмет из третьего тира, как по мне. Ну да, в моментах еще рог дракона помогает хорошо. Да. Вот его Рог- бы тоже сейчас хотелось бы достать. Чтобы Я думаю, шаманчик сразу даже- кастовал тучу даже свою. Даже в твоей ситуации, я думаю, что рок был бы как-то поэффективнее. Да. Потому что там ты Шаман дерешься с с двойку богом с орком. аганимом. Угу. Ну, плюс ты дерешься с богом орком, потому что у вас, если когда он соберет богоорка, у него же будет с аганимом он. Точнее, шамана. Вот. Блин, какого богоорка? Вот этого шамана в двойку соберет, он же будет у него с аганимчиком. Да, И там будет такая поплава. Вот видишь, он моментально кастанул. Но у него только... да. Ой, ну у него почти все там идеально. Если ему он еще посох третьего тира найдет, то это будет ГГ. Но твой переиграл. А переиграл, Ну, по-моему, потому что ему да. стан прилетел, если не ошибаюсь. Не, переиграл, потому что у тебя 2 звезды, точно. Да, у меня чисто 2 звезды, и это как бы сильно роляет. И с аганчиком. Не, ну Да. красиво, красиво пока что. Пока что все красиво. Пока что все по ГОСТу. Да, там будет потом еще покрасивее в конце по итогу. Так, ты не спойлери там, дай эмоции получить. Я все осторожненько. Но там чел с рапирой, это, конечно... С А ну, рапирой гони на сюда всех- ее. По красоте. Не, ну он может ее реализовать, а может в моменте не реализовать. Но я думаю, что он ее не реализует, потому что у тебя стол намного сильнее из-за того, что у тебя есть шаманчик. Там тупо вечный Да. сайленс, и там парка Чисто просто будет... шаманчик в соло. Да. Всех этих сотрет инсеков. Да. Ты прикинь, кстати, если духа пятерку взять, поставить ему мантию и сделать его еще кунг-фу сверху под шаманчиком. Тихо, 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 тихо. А! Я тебя Ты там услышал. свои предсказательские способности выключай. Я тогда понял тебя. Тогда тебе в этого орка-шамана понадобится посох третьего тира, чтобы усилить ему. Еще и клевер его засунуть, вообще будет песня. Посох, в принципе, и не нужен, и так все, и так кунг-фу будет работать. Ну да, но все равно так ты просто увеличишь шанс срабатывания синергии кунг-фу. Общий дух пятерка. Это да. Ну ладно. В принципе, у тебя и так все замечательно. О, минус инсектоид, да? Или кто это? Да, это минус. Не, это этот Не. вылетел. Нет, Я бугорка понял, вылетел. понял. Бог-орк. Ну и слава богу, блин. Зачем он Ну тебе да. нужен? У меня тут тоже Он, фоновый кстати, шум сидел, появился. ему Зевс и Штормшаман второй не пришли, он как раз с 2 яйцами еще сидел для них. Ну да. Просто не пришло, не повезло. Да. Ну это скилл, ну понимаешь. Ну, не дорос, Конечно, не дорос. конечно. Да, не дорос. Пищевая цепочка, она такая. Либо ты дорос, либо ты не дорос. В его случае ты не дорос. Да-да. Ну вот почему я говорю, что посох третьего тира, потому что, ну, сколько там урона у этого шамана, кстати, с крутилки, не помнишь случаем? Не с крутилки, а с тучки. Кстати, стучки там что-то немного, там сотни или что-то около того. Там много мелких тиков, это даже лучше. О, сюда пошла поплава. Вот это сейчас будет. Давай еще сейчас посох третьего тира. Жреца нету, давай. Ну, для ТЗС тоже имба. Не, двухстволка еще лучше. Сейчас будет он стрелять. Да, это я хотел рог нафармить, получить, а его не дали. Ну, не дали, и ладно. В принципе, И ладно. так хорошо. И так сойдет. Даже думаешь, Манки Кинга продать, не продать. Я его хотел в тройку наролить. А у тебя и Времени так не там хватит. все прекрасно. Но в тройку он же был бы еще вообще по красоте. Ну да, да. Вот с посохом третьего тира, конечно, бы идеально смотрелся этот шаманчик. Ну да, Где не 5 спорю. предметов. 5 предметов, обалдеть. 5 предметов, да. А рога нету.
Да зачем? Я помню, как-то ролил предмет 5-го тира. У меня осталось последние 4 предмета. Я открываю ящик, и в 3 первых предметах не было этого предмета. Я думаю, ну сейчас 100% с рандомного сундука выпадет. Нажимаю рандомный сундук, он не упал мне. Я такой, чего? А ничего дамага, Бывает. ну нормальный дамаг такой, да? Ну, Всё, совсем чуть-чуть. Совсем чуть-чуть. просто 17 кусков молодого. Да, причем половина из них это профи кунг-фу, которые Да. 4. А теперь бы посох 3-го тира, чтобы шанс срабатывания пассивочки был еще больше. Это был бы вообще Да-да-да. развал. И Блин, так ну, хорошо. ну это круто. Это я помню, как-то делал керри Вайпера через мантию. Боже, то такая сильная тема была. У меня просто там было все идеально. Это еще до реликвии, по-моему, было. Или подожди. Или до реликвии. Не Не, мантия после реликвии вышла. Так что до реликвии не могло быть. Ну значит тогда в этом. Короче, у меня был Вайпер, маска 5-го тира, посох 3-го тира и мантия. 3 предмета и просто всех стирал в порошок. Это под кем было? Под кунг-фу. А, Тоже такая сильная это, тема э- была. это да, это классная штука. Его бьют, все шотаются. Вообще прекрасно. Ты куда там в чатик собрался писать? Чисто унизил до конца. Я не токсичу. Так не надо. Не надо делать, я Да осуждаю нет, всех, кто так делает. нет, и с инсектоидами можно. Можно еще и похуже. Это ж инсектоид. Ну, я уверен, что если ты откроешь его профиль, там будет все лицо в инсектоидах. Но ему обидно, конечно. Ну, просто шторм-шаман. Ну, что могу сказать? Это было круто, красиво. Инсектоид получил заслуженное топ-2, хотя на самом деле, ну, я не хочу никого обидеть, как бы, но инсектоиды настолько меня бесят, особенно меня бесят те люди, которые еще начинают выеживаться в чат. Это просто, ну, ты играешь чел на Да, инсектоиде, на это мете, зачем ты в чат э, вообще вылазишь? Сиди, кайфуй. вот-вот. Это Особенно, когда-то... когда им приходит 4 сердца инсектоидов на 15-м раунде, именно 4 предмета. Мгм. Это вообще так какая веселая штука. Да, когда ты получаешь 4 предмета, ты можешь даже фигуры 2-го тира или там всяких друидов наспамить себе и нормально будет. Да-да-да. Ну, это просто, это И бред. чисто сидеть кайфовать. Но меня еще больше того бесит, что челы, когда ты открываешь профиль, вот в последнее время я начал чекать профили людей, которые играют на инсек, просто 20 каток, из них 75% это инсектоиды. Ребят, ну вы серьезно? Ну, люди видят имбу, люди на ней апают рейтинг себе. Ну, как бы, пусть делают. Ну да, как бы я тут их могу отчасти понять, типа, ну, пацаны приходят там с работки, допустим, покайфовать, там, кофе попить, пивасик открыть, там, все такое, ну, посидеть, просто почилить. Окей. Но зачем ты в чат вылазишь, падла? Вот да, есть такое, бесит иногда. Ну, Ну, я, в хрен принципе, с как-то ним. на это особо даже внимания не обращаю, уже игнорирую. Согласен, у меня так же самое это все. Я игнорирую этих всех и все такое. Но ему на самом деле люто обидно было. Темпларка с рапирой, с БКБшкой. Ну, что ж, бывает. Ну что, скажи свое мнение, как тебе в целом было у меня в интервью, грубо говоря, потому что это получилось как интервью больше. Ну да, интересно, необычно, непривычно. Что Но, ты хочешь но сказать нашим хорошо, мне, зрителям мне еще? понравилось. Что, всем, кто там, приятного аппетита, кто ел. Молодцы, что посмотрели до конца. И хорошего дня. Ну, зашибись, все прекрасно, стильно. Но я имел в виду, типа, что ты хочешь сказать нашим зрителям, типа, по поводу игры, там все такое. Ну, что-то как-то я протупил. Но... То играйте в свое удовольствие. Ну и все, коротко и ясно. Мне, в принципе, тоже понравилась такая вот рубрика, именно покомментируй, посидеть, так намного даже было веселее, пообщаться, просто что-то поразбирать, спросить мысли, почему в момент ты так сделал. Ну и пару фишек, я думаю, все-таки подписчики для себя подметят. Было неплохо, было круто, как по мне. Мне вот понравилось. Мне в целом нравится комментировать, сидеть, а когда еще дабл комментирование, это вообще топчик, как по мне. Единственное, что неприятно, Есть да, такое, это да. фоновые шумы, но остальное это хрень. Со временем когда-то оно пропадет. Так, ну, в принципе, ребят, всем огромное спасибо, кто посмотрел данный ролик. Дайте мне полноценный фидбэк по поводу такого комментирования, как вам зашло и все такое. И топ-1, спасибо тебе за то, что ты был у меня в гостях. Было очень прикольно, мне реально понравилось. Это, не знаешь, так не просто, что я говорю так, чтобы тебя не обидеть, а мне реально понравилось. Очень комфортно было, ламповая атмосфера такая, ламповая няша. И тебе Вот. спасибо за то, что пригласил.
Да. Все, всем спасибо за просмотр. Не забывайте поставить лайк, комментарий и подписаться на YouTube, потому что скоро 2000 подписчиков. Еще телеграм-канал у меня, если что, закреплен в описании под видео, в комментариях под видео. Еще на экране у вас появится QR-код. Всем удачи.